Раз, два, три. Так, всем привет. Напишите, как слышно. Всех витаю. Hello, my friends. Да, сегодня эксперимент. Сегодня стрим ведется в Full HD качестве. Решил попробовать. Нагрузка на процессор 30%. На выход идет 25 FPS. 4 мегабита поток. Хотя тест сети показал сейчас до 20 мегабит на выгрузку, но не рекомендуют по максимуму ставить. И как и вчера, видите, есть возможность показать вам не только через телескоп, но и общий вид на небо. Сегодня у нас ясно, но что-то вроде неравномерной дымки по небу. Это даже не назову какими-то перистыми облаками или высокоатмосферными, а что-то такое с очень плавным градиентом яркости вот вокруг Луны. И периодически ее, получается, яркость то падает, то возрастает. То она чуть темнее, то ярче. Заметно вот и по съемке видеокамерой, и по съемке через телескоп. Так, что-то в чате я ничего не вижу. Как слышно? Прием, прием. Спасибо, что написали. Отлично слышно. Это хорошо. У меня рядом лежит заготовлена линза Barlow с накрученным на нее еще дополнительным лунным фильтром. Это, так сказать, в надежде, если будет нормальный синк, нормальное состояние атмосферы, не будет вот этой вот тряски. Смотрите, сейчас я цифровым зумом, сейчас 75%, вот добавлю 150, можете заметить, как изображение дрожит и играет. Все-таки Луна еще и низковата, и хотя у меня здесь сейчас безветренно, что там в верхних слоях атмосферы одним метеором известно. Можем прогуляться на другую часть Луны. О, смотрите по пути. Какая красота. Кто знает, пишите, как называется лунное море и чем оно заполнено.
Только что у меня были, так сказать, небольшие проблемы с управлением в источниках сигнала, и демонстрировалась Луна вот через телескоп, как сейчас правильно подписано, телескоп Максутова Кассигрена оптической системы 102 мм апертура на Яку-2 монтировочке с моторчиком на батареечке. Такой, в принципе, мобильный, даже почти походный вариант. А перед этим там была написана камера. Это вот сейчас могу переключиться на камеру. Единственное, она опять сдвинулась, потому что видеокамера стоит на штативе без видения за Луной. И, соответственно, она постоянно убегает, и мне приходится на нее наводить видеокамеру. Вот такая красота Луна. Можем немножечко попробовать добавить зум. Тоже кратерочки видны. Вот, это если Panasonic не врет, 76 крат зум. Но это уже плюс цифровой к оптическому, но в любом случае видеокамера она в 4К снимает, поэтому если мы стримим Full HD, то получается тоже часть матрицы как бы используется. Вот смотрите, фото видеоштатив, он без монтировки, и видно, как Луна вот быстро уплывает в кадре, уходит в сторону, направо, вверх в данном случае. То есть она сейчас поднимается над горизонтом и с востока пошла на запад. И сейчас поднимается выше в небо. Чем больше увеличение телескопа или оптического прибора, который зафиксирован, стоит недвижимо, тем это больше заметно. Ну а сейчас переключимся на телескоп. Тут у нас Луна немножечко убежала в сторону. Сейчас мы ее подкорректируем положение. И тоже выключим часовой механизм. Смотрите, вот я выключил часовой механизм и для атмосферности музыки добавлю.
Раз, прием. Поступил интересный вопрос. В принципе, давно его не слышал. Поэтому давайте зачитаю. Почему Луна сегодня была красная? Ехали по трассе Запорожье-Днепр, потом, правда, стало светлее. Кто еще сегодня видел Красную Луну? Я ее сегодня видел и на камеру заснял. На восходе она была действительно красная, похожая, как в момент лунных затмений, но все же не такая, именно вот красноватая. И такую же я ее видел вчера, когда ехал на машине по трассе из Харькова в область. И, получается, прямо навстречу Луне ехал, и она вот такая была, поднималась красноватая. Это связано с чем? С тем, что свет в атмосфере, когда объект низко над горизонтом, как и Солнце, проходит через толщу воздуха в несколько раз больше. Вот если вы даже рисунок нарисуете, Земля, шар вокруг атмосфера, и стоит человечек и вверх, и в сторону под 90 градусов. То есть вверх, соответственно, через атмосферу свет проходит намного меньше, чем если над горизонтом объект видим. Несколько раз большее расстояние в атмосфере проходит свет. И при этом в атмосфере свет поглощается, рассеивается, пыль, смог, дым, и вот возникает этот эффект. Собственно, как мы, например, видим градиент заката, вот разные цвета, солнышко опускается под горизонт, краснеет, и над горизонтом видны от оранжевого к желтому и вверх к синему небу. Сам цвет неба синий — это то, что называется релеевское рассеяние света. То есть это оптика, вот, это такая природа света. Но если мы видим Луну высоко в небе, и она покраснела, такая темная стала, то это мы можем быть свидетелями лунного затмения. Они не очень частые, но и не настолько редкие, чтобы прям их там никогда не увидеть. Но все же бывают, допустим, раз в год, пару раз в год, а иногда и несколько лет полных лунных затмений не случается. Я еще попробовал рискнуть увеличить битрейт. С таким битрейтом я еще стримы не проводил, но это вот цифровой зум уже при съемке с камеры. Злой воробушек пишет: Влад, добавьте зума, но диск было видно. Да, я вот периодически на камеру переключаюсь, но там получается, вот смотрите, сейчас попробуем, давайте, там на видеокамере, если я делаю большой зум, вот, вернулись на видеокамеру, так, сейчас подстрою ее по центру, будет сопротивляться. Так, а теперь еще добавляю зума. 50х, 70х, 110. Вот, но тут даже на экранчике камеры я уже вижу, что нечетко видны детали. Сейчас построю резкость. Ну вот так. И диафрагму немножечко попробую. Ну, видите, какая штука. Прикрываешь диафрагму, она вот так мутнеет. Поэтому мы можем вот так добавить диафрагму, но попробовать уменьшить экспозицию. Тоже такие вот чудеса. Ну и с видеокамеры тоже кратеры видны.
Вопрос. Здравствуйте. Фильтр Moon снижает яркость Луны? Слепит без фильтра сильно. Смотрите, какая штука. Я сам удивился, когда увидел и видео на ютубе, иногда на форумах читают людей, что, мол, кто-то говорит, например, прикупил фильтр лунный, вот теперь нормально, темнее стало. Дело в том, что лунные фильтры были и есть разные. И многие производители подписывают лунный. Но какой именно? Есть лунный фильтр, который практически полупрозрачный, сильно не затемняет. Этот фильтр увеличивает детализацию при наблюдении, при съемке камерой. Вот, допустим, я от SV Boni такой купил, и явно более четко получаются детали. То есть у него там такие полосы пропускания, что увеличивается детализация при съемке и наблюдениях. Есть лунные фильтры, их раньше называли, зеленые, темно-зеленые, например. Есть лунный фильтр просто нейтрально-серый. Вот как раз для комфортного наблюдения в телескопы с большой, допустим, апертурой. Поэтому вот если вам нужно она вот очень яркая, затмить, можно в принципе взять темно-синий фильтр. Мне вот очень нравится через него смотреть на Луну. Во-первых, не очень необычно, по-другому все выглядит, уже не так слепит она. Вот Шмидт в C8 я если смотрю, то иногда синий ставлю, мне очень нравится. Другим ставил людям, показывал, ну, кому как. Одни говорят, ух ты, супер, другие говорят, ну, какая-то странная, давай убери лучше фильтр. Убираю, ох, елки, как слепит. То есть вот такие вот моменты с фильтрами. Раньше я им не придавал значения, думал, да что там фильтр, без фильтров все можно смотреть. Но потом с тем же Марсом, когда в прошлом году было противостояние, то стало ясно даже после одной ночи съемок, что фильтры имеют смысл для наблюдений. Ну что, друзья, поэкспериментируем. Не знаю, что это даст, но давайте попробую еще добавить битрейта. Так. 6 мегабит на выгрузку. Ну, вроде как синк получше стал телескоп. Я думаю, тоже уже должен был термостабилизироваться. Я еще перед наблюдениями, во-первых, днем его на солнце не держал, вынес на улицу, так сказать, в тенек положил. Вот в плане стримов я заметил, если добавить гамму и добавить экспозицию, то вам лучше видно детали на Луне, ну вот те же кратеры, но в районе терминатора все чернеет, а левее на освещенном солнцем, на освещенной поверхности, там, где есть светлые участки, они становятся просто пересвечены. Поэтому, если вот гамму возвращаем, допустим, к положению единицы, как это для, допустим, этой камеры считается норма, ну, получается неплохо, но более так все слабо контрастно. Есть еще у нас, собственно, и контраста самого ползуночек, что, в принципе, делает нечто похожее, как и работает гамма. Ну вот, можно при установке в телескоп астрокамеры играться на ходу с этим всем, с параметрами изображения. Это вот многие спрашивают, может там лучше зеркалку купить или смартфоном снимать, тоже классно получается Луну. Ну, тут разные моменты. То есть с астрокамерой есть возможность просто на ходу менять параметры изображения, корректировать, регулировать это все для большей детализации, допустим. Вот обратите внимание, сейчас слева наверху виден кратер, который я более детально заснял и показывал уже в роликах Full HD в 4К качестве. Слева наверху обратите внимание, на темной, более гладкой поверхности влево-вниз уходит такая полоса от кратера. То есть удар с выбросом вещества в сторону. То есть удар по касательной
что-то пролетело в верхней части кадра, но действительно в данном случае было похоже, многие замечают, на птицу, как несколько взмахов крыла было. Но то, что нам иногда кажется, вы сами понимаете, может быть совсем иным. Спасибо за ответ. Еще вопрос. Как вы боретесь с росой? Грелка? Нет, я пока грелками не пользовался, и там у меня, что касается грелок, еще довольно много вопросов, которые я все забываю решить в живом общении с братьями по разуму, так сказать, и любителями астрономии и профессионалами. Ну, в общем, я борюсь феном. И борюсь в первую очередь, конечно, блендой. Но вот заметил, что прошлой ночью росы не было, вот до часа ночи или до двух. И, соответственно, сейчас я даже и бленду не крепил. У меня самодельно из такого прессованного поролона кусок свернутый. Он за счет того, что у меня вот я его свернул и связал веревочкой. Он принял такую форму, одеваю на телескоп, затянул. Не так красиво, как покупные крутые всякие варианты. Вот, честно говоря, цены на противоросники или бленды для телескопа просто они фантастические, я считаю, у продавцов. Поэтому вот сам... Ну, у меня на снимках было видно, я в Инстаграме, в Фейсбуке, когда, допустим, Шмидт или Мак фотографии выкладывал, то там видно было. Но были у меня случаи, когда вот выезды, где нет электричества и нет генератора, и роса покрыла, допустим, корректор на Шмите, все, я тряпкой это дело не протираю, никому не рекомендую. И если нет никакого источника питания и фена, то все. Так что есть такой момент. Как рассчитать настоящее расстояние до нее и как объясните, что она светит теплом в тепловизор? Ну, инфракрасные лучи, они же тоже отражаются от поверхности. А как рассчитается расстояние? Ну, вот я был однажды на экскурсии, ну, как сказать, не на экскурсии, там была школа молодого астронома в Киеве, в обсерватории, и в главной астрономической обсерватории. И там нам показывали прибор такой крупный, назовем это что-то вроде телескопа, лазерный дальномер, который посылает луч лазера в небо, и от Луны он отражается, приходит назад, и с точностью до доли секунды можно рассчитать вот время, и, соответственно, зная скорость света, можно рассчитать расстояние до Луны с точностью до сантиметров и миллиметров. И на Луне были оставлены и астронавтами, и на луноходах так называемые уголковые отражатели, которые также помогают в этом, то есть отразиться сигналу от Луны. Так, обычно я, если разговариваю, забываю управлять телескопом и изображением. Давайте насладимся музыкой и видами Луны. Работает чат. В чате призываю к культурному общению, призываю к взаимоуважению. Рад, что столько сегодня снова собралось на прямой трансляции интересующихся тайнами космоса и не безразличных к нашей необычной спутнице Луне.
Раз, 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 прием, прием. Значит, поймали Юпитер. И вот то, о чем часто спрашивают, почему рядом с Луной не видно звезд. Ты все врешь, пишут мне на разных языках. Смотрите, видите сейчас яркие точечки справа от Юпитера? Это его спутники. Сейчас экспозиция 94 миллисекунды. Убираю экспозицию до 16, вот 13 миллисекунд. Как вы можете заметить, Юпитер стал лучше виден, не пересвечен, видны полоски облаков, но он намного ярче спутников. И при такой экспозиции чувствительности камеры они уже практически не видны. Давайте попробуем убрать гейн на единицу, то есть на минимум усиления, и добавить экспозицию. Получается, вот сейчас у нас 68 миллисекунд. Неплохо, неплохо. Добавим цифровой уже зум 150%. Конечно, сейчас можно барлушечку ставить. Полоски облаков отлично видны. Да, великолепно. Неплохо, неплохо для Максутова Кассигрена сегодня. Честно говоря, после покупки Шмидта, то есть телескопа в 2 раза больше по апертуре, я в Мак уже даже стал меньше снимать. Но как вот иногда так посмотрю на данный момент Seeing, состояние атмосферы, да, думаю, неплохо, можно было бы сейчас попробовать и заснять. Вернемся на стопроцентный масштаб. И теперь смотрите, давайте попробуем вот такой момент. Делаю полное разрешение, уменьшаю масштаб, чтобы на экран это все дело влезло. Вот он наш Юпитер. А теперь смотрите, давайте теперь добавим экспозицию, сделаем, допустим, вот 2 секунды. И гейн, допустим, побольше. Смотрите, пошел какой дикий пересвет. Добавим экспозицию 4 секунды. И вот таким образом, чтобы заснять звезды, допустим, в данный момент, при данной атмосфере, при том, что Юпитер рядом с Луной, там небо яркое, я вообще глазом звезд там сейчас не вижу. Вот смотрите, надо поднимать еще больше экспозицию, чувствительности. Вот смотрите, слева от Юпитера, возможно, это его спутник, но, скорее всего, это звездочка. 8 секунд экспозиции. Ну вот попробуем экспозицию 10 секунд. То есть вот почему на съемках рядом с Луной мы не видим звезд. Чтобы их увидеть, нужно настолько увеличить экспозицию камеры, что просто Луна будет пересвеченным белым пятном. А если рядом с Луной бывает видна яркая звезда или планета, то ее видно в телескоп и на съемках рядом с Луной. Такое часто бывает событие покрытие звезд Луной. Ну, все, уменьшаем экспозицию. Ну что, попробуем линзу Барлоу поставить? Как скажете? Давайте попробуем. Сейчас постараюсь его выставить в центр. Выставить в центр его. Потому что когда мы устанавливаем линзу Барлоу и масштаб в 2 раза увеличивается, то не только Юпитер больше, но и часть кадра уже меньше. Просто можно его не поймать. Так, не отключаемся, в чате общаемся.
Раз, два, три, четыре, пять. Итак, прием, прием. Я у микрофона. И вот только что нам довольно быстро таки повезло поймать Юпитер и даже Сатурн. Сатурн намного слабее по яркости, чем Луна, тем более и чем Юпитер. И он уже ниже над горизонтом, и съемка без корректора атмосферной дисперсии, что расплывало Сатурн в красный и синий цвета в стороны, можно было заметить. И получается, с этой апертурой уже вот так визуально на экране или шумно и четче, или мутновато, более расплывчато, но ярче. Тут уже получается надо накапливать сигнал, делать запись видеоролика и потом его обрабатывать в итоговый кадр. Вернулись на Луну только что, да, с линзой Барлоу. И, как вы заметили, все-таки сегодня состояние атмосферы плохенькое. Плохенькое это так. Сейчас попробую резкость на глаз навести. В идеале вообще как? Резкость нам надо наводиться на звезду, по звезде. С маской Бахтинова это все есть, но мы сейчас во время стрима это все не успеем. И мне уже вообще пора его заканчивать. Я чувствую сейчас с повышенным битрейтом просто все свои месячные лимиты вытащу из так называемых условно безлимитных тарифов операторов. Хотя у меня тут и не безлимитный, но я уже и в безлимитном, говорится, высосал все мегабайты. И за всей этой работой сейчас, честно говоря, не успевал следить за чатом, поэтому если какие-то вопросы пропустил, без обид, пишите в комментариях под роликами. И там вероятность того, что я замечу, больше. Ну или может быть вам кто-то мог ответить в чате. И таким добрым самаритянам тоже спасибо. Так, ну загляну в чат ненадолго. А возле Луны сейчас светит очень ярко одна звезда. Что это за звезда или планета? Может быть, это Венера. Справа от Луны сейчас яркая точка. Это Юпитер, а правее и ниже к горизонту Сатурн. Кто недавно присоединился только вот на стрим, не знаком с моим творчеством космическим, смотрите видео на канале. Вот, кстати, тот самый интересный участок. И даже сейчас, смотрите, камера вытягивает цвет. Я думаю, вы видите. Видите, что этот сектор на Луне выделяется цветом относительно остальной поверхности. Сейчас попробуем еще увеличить контраст. То самое интересное место, где наблюдались многими кратковременные лунные явления.
Ну что ж, будем завершать стрим. Сейчас перед окончанием стрима на последних минутах аккумулятора видеокамеры попробую показать вам общий план, как мы с вами в телескопчик наблюдали за Луной и Юпитером. Сегодня нам с вами повезло все-таки с погодой. И хотя была легкая дымка, но она ушла, безветренная сейчас погода. Посмотрели Луну, Юпитер, Сатурн. Конечно, все это выглядит в стриме, тем более и в видеозаписи, не так красиво и интересно, как мы можем это увидеть своими глазами через телескоп. Но все же я был рад с вами поделиться красотами ночного неба, жемчужинами ночного неба. Благодарю всех за интересные вопросы, за добрые пожелания, поздравления в начале стрима. Харьковчан еще раз поздравляю з Днем города, Днем освобождения Харкова. Вітаю зі святом і з Днем Прапора. І вітаю всіх українців з Днем Незалежності України. Всем желаю успеха в делах, крепкого здоровья, отличного самочувствия. Сияйте, друзья, сияйте ярче, чем звезды на небе. Творите, мечтайте, изучайте, созидайте. Такие вот пожелания будут вам. Всем теплый привет от Астроромантика из Харьковской области, из Украины. Планета Земля. Чуть дальше вокруг Солнца, но Земля вращается. И мы вместе с ней обязаны немножечко передохнуть перед следующим солнечным днем. Так что не забудьте выспаться, и мне пора сворачиваться. Всем спасибо. Пока-пока, до новых встреч.